Как уже говорилось не один раз, сериал «Великолепный век» получил невиданную популярность среди женского населения разных стран. Все дело в том, что сценаристы очень удачно и грамотно подобрали главных героев и персонажей фильма, а также красиво оформили весь сюжет. Действие происходило во дворце Топкапы, в одном из самых красивых дворцов Турции. Поскольку дворец является историческим наследием и музеем, то сам сериал снимался в специальном сооруженном павильоне, полностью до деталей повторяющий настоящий дворец Топкапы, хотя некоторые сцены были все же сняты в самом дворце. Красиво подобранные одеяния и наряды тоже способствовали немалому успеху этого сериала. Женщины в нем одевались в прекрасные платья, носили дорогие украшения. А уж какие страсти кипели в гареме Сулеймана Великолепного, не передать словами. Интриги, сплетни, заговоры, в общем, полный набор всевозможных женских уловок. Наложницы проживали довольно тесно, помещение не было рассчитано на такое количество девушек. В гаремах султанов женщин всегда было много, от нескольких сотен до 1000. Лишь немногие из правящей династии османов имели скромные гаремы. Конкуренция среди наложниц была жестокая, каждая стремилась привлечь султана и подарить ему ребенка. И если какая-нибудь хатун привлекла внимание повелителя, то в ход шли типичные женские уловки, дабы погубить всеми способами соперницу. В дело шло все, от сплетен и интриг до ядов и подосланных убийц. Махидевран Султан, к счастью, избежала подобной участи. Она имела покладистый характер и красивую внешность. Но самым главным фактором, почему она смогла выжить в гареме и спокойно родить султану сына, это покровительство Валиде Султан, Айши Хафсы. Некоторые считают, что причина такого покровительства в том, что Махидевран приходилась дальней родственницей Валиде Султан, которая также имела крымские корни, как и будущая жена Сулеймана. Родив султану сына Мустафу, Махидевран была счастлива. Она очень любила его и всегда была рядом, чтобы воспитывать и помогать ему. Даже уехала с ним в провинцию, когда Мустафе пришло время начать обучаться управлению страной. Он был первым претендентом на трон Сулеймана, поскольку являлся старшим сыном. Но вот в гареме появилась Хюррем. Она сразу поняла, что единственный способ возвыситься и укрепить свое положение – это родить султану сына и стать его женой. Хюррем сразу не понравилась Махидевран и Валиде Султан. Новая наложница всеми силами старалась влюбить в себя повелителя, и ей это удалось. Напрасно мать султана и его первая жена старались ей помешать. Хюррем считали ведьмой, поскольку других объяснений, почему Сулейман поменял красивую послушную Махидевран на совсем не красавицу Хюррем, нет. Затем она родила султану мальчика, которого назвали Мехмед. Хюррем смогла получить титул хатун, то есть любимой жены султана, чего раньше до нее не было. Пользуясь своим влиянием на султана, Хюррем принялась строить козни против Махидевран и ее сына Мустафы. Ее главной целью было устранить конкурента на пути к престолу и освободить дорогу своим детям. В ее представлении только ее ребенок должен был занять трон, поэтому Махидевран очень боялась сначала за свою жизнь, а затем за жизнь своего сына. Несколько раз Мустафа чудом оставался в живых, лишь потому, что его мать всегда была насторожена и никому не доверяла. Валиде тоже опасалась Хюррем. Имея практически безграничное влияние на Сулеймана, Хюррем использовала это в своих целях. Она всячески старалась выставить Махидевран и Мустафу в неверном свете, рассказывая о различные небылицы, хитрила и врала. Султан верил в свои косяки, поэтому принимал ее слова за правду и начал отдаляться от первой жены и старшего сына. Махидевран замечала это, но ничего не могла поделать. Ей оставалось только находиться рядом с сыном и стараться уберечь от любой беды. Она, имеющая благородные корни и безупречное происхождение, была вынуждена уступить дорогу бывшей рабыне. Махидевран безумно боялась за своего сына. Мустафа был воспитанным, образованным и умным молодым человеком, начисто лишенным коварства и притворства. Его любили в народе и среди янычар. Он мог стать отличным султаном, а Валиде Султан просто обожала своего старшего внука, поэтому Махидевран с матерью султана и вступили в союз против Хюррем.
Вместе они делали много попыток низложить Хосейки и просветить Сулеймана об истинной сущности его любимой Хюррем. Но султан предпочитал верить в то, что видел сам, а Хюррем могла одурачить кого угодно. Она заставила Сулеймана поверить в то, что безумно его любит. И Сулейман продолжал обожать Хюррем, а Махидевран отошла на второй план. Но первая жена не была готова сдаться, ведь она помнила о жестокой традиции османов – законе Фатиха. Этот закон официально разрешал новому султану лишить жизни всех своих братьев, дабы избежать смуты и раскола государства. Ведь в случае, если у султана оставались в живых братья, любая коалиция, недовольная властью султана, могла воспользоваться этой ситуацией, чтобы поднять бунт и свергнуть падишаха с престола. Проливать кровь членов османской династии было запрещено по закону, поэтому для казни использовали шелковый шнурок. Махидевран панически боялась однажды увидеть палачей в красных одеждах, пришедших за ее любимым Мустафой. Валиде тоже опасалась этого, поэтому обе женщины были крайне упорны в своей борьбе против Хюррем. Они понимали, что в случае неудачи Мустафа будет мертв, а на трон зайдет один из сыновей Хюррем. Так в итоге и получилось. Мустафу казнили по приказу султана, удавили шнуром из шелка. Султан Сулейман поверил наговору Хюррем о том, что Мустафа жаждал власти и не собирался ждать смерти своего отца, а хотел скинуть его с престола, чтобы самому занять это место. Поскольку Мустафа пользовался огромной любовью и уважением среди янычар, султан опасался, что сын может этим воспользоваться и поднять мятеж. Конечно, ни о чем подобном Мустафа и не помышлял. Он очень любил и уважал своего отца и никогда не пошел бы на такие меры. Однако Сулейман был крайне подозрителен, и одного лишь намека Хюррем о такой возможности подтолкнуло султана отдать приказ на казнь Мустафы. Поэтому Махидевран вместе с Валиде Султан всей душой ненавидели Хюррем. Они пытались предотвратить смерть любимого сына и внука, но проиграли хитрости и коварству Хюррем.